Всем привет! Сегодня подготовил выкройку такого необычного кошелька с шагом пробойника 3.38. Для основной части буду использовать кожу растительного дубления Grenoble Classic Brown. Для кармашков Pueblo и Butera. Все в толщине 0,7 мм. На подклад возьму кожу козы толщиной 0,5 мм. Приступаем. Шаблон наклеил на кожу. Сейчас отмечаю контрольные точки, пробиваю шилом и вырезаю. После того, как все вырезал, приступаю к сборке основной части. Приклею к ней подклад. Сейчас размечаю линию верхнего шва, пробиваю отверстие и прошиваю. Готово. Вернемся к ней позже. Сейчас обрабатываю внутреннюю сторону кармашков токанолом. Делаю декоративные линии и обрабатываю торец. Начинаю сборку кармашков по очереди, сначала верхний, средний и затем нижний. Буду использовать клей с правой стороны, двусторонний скотч снизу. Левая сторона не крепится. У среднего кармана приклею левую часть, скотч снизу, и правая часть тоже остается не закрепленной.
Обратную часть этих деталей я усилил кожкартоном толщиной 0,25 мм. Теперь можно приклеить подклад из кожи. Теперь шов от кармашков не будет мешать купюрам, которые будут помещаться в кошелек. Сейчас прошиваю и обрезаю по контуру внутренние детали и основную часть. Крашу торцы на внутренних деталях и на основной части. Готово? Сейчас приклеиваю внутренние детали к основной. Прошиваю, обрезаю по реальным размерам и обрабатываю торцы. Изделие готово. Функциональная и очень тонкая. 2,9 мм с каждой стороны.
помещаются купюры и минимум 6 карт. Рекомендую для основной части использовать кожу 1,5 мм толщиной вместе с подкладом, либо просто плотную кожу 1,5 мм толщиной. Внутренние отделы желательно закрыть подкладом, чтобы купюры не цепляли швы от кармашков. Сами кармашки можно делать из кожи 0,7–1 мм. Спасибо, что посмотрели это видео. Если есть какие-либо вопросы или замечания к работе, пожалуйста, пишите в комментариях. Постараюсь всем ответить. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем спасибо.